Мы едем в Судак. По пути встретили гору Аюдак. Вот она, медведь, который пьет воду. Тут рядом лагерь Артек. Его затягивает туман, но в принципе видно, что медведь опустил морду в море и пьет его. По пути в Судак нам встретился храм святителя Николая. Вот он стоит здесь, на берегу моря, в такой бухточке. Этот храм является мемориалом погибшим на водах. Храм-маяк. Его видно издалека. И вот здесь такая морская тематика. Вот со всех сторон кресты с якорями. Здесь большое окно, которое выходит в виде креста прямо на море. Булгария, Комсомолец, Армения, Нахимов, Новороссийск, Белосток. Прибыли в город Судак. Помимо того, что это курортное место, и оказывается, здесь есть целый замок, и даже сохранившийся. Неожиданно, да? Идем в крепость. В настоящую. Здесь у нас будет экскурсия. Такие плиты. Здесь были ворота. Здесь уже были третьи ворота. Я прошу, чтобы вы прошли вот сюда. Часть территории, этот каменный мешок. Чем больше их сюда забегает, тем лучше. Когда убирается противовес, ворота вторые становятся на свое место, мышеловка захлопнулась. Сверху льется смола и бросается горящий факел. Вот почему нижняя часть стен полностью черная. Это реставрационный шов. Что ниже старинное, что выше после реставрации. Я хочу, чтобы вы вот здесь посмотрели. Здесь находятся керамические трубы с постройки этой цистерны с 1375 года. Еще одна цистерна, она сохранилась на 90%. Глубина 8 метров. А это якоря, которые вытаскивают из бухты. Им по 500-600 лет. Столько же лет пеньковой веревки. Вот он. Трогать нельзя, но я так аккуратненько. Каждый божий год. Это делалось для того, чтобы не было коррупции. Человеку не просто говорили: вот ты поедешь в командировку. Будь любезен, соберись. Подготовься там, собери, как говорится. Момент то, что дверь осуществляла очень главную заботу. Потому что когда была самая священная часть, при осуществлении святых даров, людей выводили с алтаря. 6-7 века. Так строили византийские греки. Большой камень, немалый продольный. Но она делалась не как генуэзская, сплошной стеной. А здесь две стены параллельно друг другу. По центру пустота, потом в эту пустоту насыпался богатых именитых семей. Так вот, на этих двух малых щитах мы видим две человеческие фигуры в полный рост, да еще с нимбами на голове. Потому что Лукиний Дефесский Деловани, строивший эту башню в 1409 году, в роду было 2 папы римских. Это можжевельник с 1404 года и до наших дней. В башне была вот так вот стена до верхней башни. И начиналась верхняя крепость. Хочется приехать сюда летом. Почему? Потому что это послевулканический пляж. Это кварц. Очень полезен человеку, особенно весной, когда вот так вот за зиму в шторма его помыли, повыбрасывали огрызки кукурузы, семечек, яблок. Вот. И таким образом, когда в него покупался в море, намочился. А теперь залезли на гору. Здесь консульский замок. А эту гору называли Синей горой.
потому что с утра после инея она окрашивается в синий цвет под солнцем. Вот такая здесь площадка. В сам замок не пойдем. От него, возможно, ничего не осталось. И здесь вид на бухту. Сторожевая башня, остатки жилищ, судак. Вон та дальняя мыс Мегано. Сюда приходили генуэзские корабли. Очень впечатлило. И сохранность ее, и возраст ее. Экскурсовод очень хороший. Неожиданно было встретить такую крепость здесь. А это вы сами делаете ложки? А вилка такая зачем? Где вилка? Ну, это для икры. А ложки вы сами делаете? Все сам делаю. Зимы у нас длинные. Гора Узус. Это соленое озеро. И в той стороне судак. Ветер сегодня подходящий, но никого летающего. И беседка, звездопад воспоминаний. И вот мы в Феодосии. Это армянская церковь, около которой похоронили Айвазовского. Он вообще был армянином. Церковь XIV века. Но она была и моложе его, намного. Вот такая могила. Выполнен из итальянского мрамора, итальянским скульптором. Это была звонница. Я хочу обратить ваше внимание, что вот эта часть храма датируется XIV веком новой эры. Хочу обратить ваше внимание, что Армения первое государство, которое на государственном уровне приняло христианство. Это начало IV века новой эры. Где бы ни строились армянские храмы, они каменные, они не оштукатуриваются ни внутри, ни снаружи. И смотрите, я уже вам говорила, при строительстве армянского храма обязательно должны в стены, как внешние, так и внутренние, закладываться хачкары. Вот чуть ближе, тут ступенечки. Аккуратно. Этих икон находятся в картинной галерее Айвазовского, а для этого храма были созданы копии икон. Вот эта часть храма датируется 9-11 веком, притвор. 9-11 век новой эры. А та часть, где мы были, датируется 14 веком. Вы видите, А это Феодосийская мечеть. Одна из 60, которые остались с времен владычества Османской империи. 1623 год. храм, направление, да. Вот они находятся, располагаются перед молитвой, совершают моление, разливаются и стоя на колени. Здание первой половины 17 века. Феодосия. Меня прям поразили вот эти вот ряды деревьев, старых деревьев, и маленькие домики. Феодосия тоже есть крепость, но она вписана в существующую застройку. И есть отдельно старый город. То есть тут все перемешано. И этот город переименовывался. Он был изначально Феодосией. Потом переименовали его в Кафу. Это был при генуэзцах, 15 век. А потом, когда отвоевала Россия Крым,
при Екатерине, его опять переименовали в Феодосию. Так что это изначальное название города. 14 век. Храм иконы Иверской Божьей Матери. Вот она здесь. Там уже видно море. Автором является феодосийский скульптор Валерий Замиховский. Напомню вам, что Афанасий Никитин – это купец из города Тверь, который мечтал побывать в Индии. На свои деньги он снарядил экспедицию и отправился в Индию. Был греческий храм, потом армянский, а сейчас православный русский. И здесь чудесный такой розовый сад. Приезжать нужно летом, когда все эти розы будут цвести. Греческий храм, а за ним сразу уже больница. Все перемешано. Это крепостная стена, арка входная, жилые дома. Но как фонтан, где питьевая вода, этот фонтан не действует уже где-то в 70-х годов 20 века, потому что Феодосия всегда проблематична с питьевой водой. А еще когда Александр III сказал, что он против, Айвазовский заказал новую плиту и в старую плиту вмонтировал. Теперь А мы сегодня живем в Астории. И Гранд-кафе Деникин у нас. Хорошо, сегодня живем практически в центре. Значит, будет вечерняя Феодосия. А напротив нас вокзал Феодосии. Вот. Наконец-то мы живем в центре. Улицу, правда, тут реконструируют, тут плиточку перекладывают. Но чувствуется, что не на окраине. Ну что, надо посмотреть море. Музей Айвазовского закрыт на реконструкцию, к сожалению. Мне очень порекомендовали его посетить. Здесь же в соседнем здании с нашей гостиницы музей древностей Феодосии. А уж тут древности было предостаточно. Тут по всему городу разбросаны древности. Посреди вполне себе современных домов. Вот как здесь. Ой, а вот что, и пляж, что ли, и море? Так близко. Ну-ка посмотрим. Точно. Вон там порт. Беседка. И начинается набережная. Феодосийская. Ну-ка, что с морем? Тихая-тихая, плавная-плавная. Ни ветерочка, ни волны. Прям ровненькая. Вот такая обустроенная набережная. Там вон мини-аквапарк летом. Зонтики натягивают. Так, тут камушки с водорослями. А пляж такой, песочно-галечный. Дорога. И ходят электрички. Такие коротенькие. На той стороне за железной дорогой красивые домики, всякие виллы. Здесь вот памятник. Генерал Петр Котляревский. Все мрамором так выложено здесь. И постамент такой очень интересный. Из персидского ковра. Он его, видимо, попрал, потоптал. И вот это все набережная, да, я по ней иду. Виллы здесь называют дача. Вот, например, вот такая дача. Ну, так себе состояние, но прям впечатляет. Вот это прям совсем ободранное. Хочется позвать сюда Собянина. Вот это так вроде поприличнее, но тоже вот забор непрезентабельный, например.
А так очень прям архитектурно красиво. Ой, а здесь вот этот еще и продолжается. Да, красота и беседочка. Вот еще одна дача. Ну, это в хорошем состоянии, но за таким неприступным забором. Летом, я так думаю, тут повеселей. И зелено будет. Такие, я не знаю, что это за дерево. Платаны, не платаны. Но много их, прям аллей такой. Очень много всяких сквериков вот таких. Но город требует ухода. Да. Светомузыкальный фонтан. Ну, конечно, не работает сейчас. Но работает реклама для отдыхающих. Вот дом музея Айвазовского за забором. Там, говорят, крыша стеклянная и много картин. Он все свои картины, какие у него были к тому моменту, завещал городу Феодосия. А здесь вот такой мольберт с красками. И можно подойти и нарисовать картину моря. Так, ехать и смотреть в окошко. Вот здесь за углом такая променадная, пустая, пока еще курортная пешеходная улица. Тоже со старыми домами, ну и со всякой инфраструктурой. Ух ты! Ой, да, она не одна здесь. Вот туда. Тоже такая старинная, красивая. И в ту сторону. В эту. И здесь вот еще фонтан влюбленных. А это музей Грина. Вот он. Грин тоже здесь жил. Ну, конечно, сейчас все закрыто. Так стилизованно отреставрировали. Похоже на школьную улицу в Москве. Фонари пока еще не включились. Памятник. Я так думаю, нашему всему. Пушкину. Темно. Не видно. Ну, будем считать, что Пушкин. Дача Страмболи дошла, когда уже стемнело. Очень красивый дом. Сейчас здесь музей, но уже все закрыто. Тут парк такой небольшой окружает его. Ну вот, пожалуй, и все про Феодосию. И вечерняя набережная с вечерним же поездом. И море.